У народа нет доверия к власти. Позор Дагестана – это правительство Дагестана. Как можно свой народ унижать? Мне стыдно за таких правителей. Именно такие комментарии посыпались сразу после резких оскорбительных фраз главы Дагестана Сергея Меликова, который назвал протестующих в аэропорту мразями и трусами. На эти высказывания политика обратили внимание юристы, которые отметили, что подобные фразы подпадают под действие статьи 561 КоАП Российской Федерации «Унижение чести и достоинства». Понимаю, что в ситуации штурма аэропорта эмоции вышли на первый план, и глава республики мог быть оскорблен и возмущен. Однако это не оправдывает неприемлемых высказываний, причиняющих вред межнациональным отношениям и нарушающих закон. По мнению юриста, глава республики мог предотвратить происшествие в аэропорту, которое подогревалось не в течение одного дня. Эффективными, как считает правозащитник, могли бы быть публичные законные мероприятия, в ходе которых глава обсудил бы с гражданами их волнения и разъяснил важность соблюдения национальной и религиозной толерантности. Кроме того, необходимо было пролить свет на проделанную Россией работу в пользу защиты Палестины и ее народа. Раскритиковали Меликова и его оппоненты. Заместитель мэра города Дербента Али Курбанов призвал главу республики признать свои ошибки и не оскорблять народ за собственные же недоработки. Вместо того, чтобы довести до миллионов дагестанцев свою позицию в этом вопросе, вместо того, чтобы дать выговориться и поддержать население, мы, руководство республики, оставили наедине с горем мусульман Палестины всю республику. И, конечно же, нашлись те, кто заполнил эту брешь и с помощью иностранных спецслужб провокациями толкнули массу наших жителей на бессмысленные и ужасные действия. А кто виноват? Власть или народ? Недовольство дагестанцев вызывает и неудовлетворительная работа местных властей в области ЖКХ и инфраструктуры республики, озвучил общественное мнение известный комик Омар Алибутаев, который в своем видеообращении указал на недоработки властей, катастрофическое состояние дорог и города, утопающие в мусоре. Только я не могу понять, почему Сергей Алимович не называет мразями тех, кто ответственны за конченные дороги в Дагестане. Почему он не называет грязью и мразями тех, кто устроил вот этот вот мусорный коллапс во всех городах, не только в Махачкале. Утопают наши города дагестанские в мусоре. Я не знаю, почему он не называет мразями тех, кто ответственны за конченный туризм в Дагестане. В связи с этим назревает вопрос, как долго жители республики смогут терпеть правительство, которое само же нарушает закон, и сколько еще должно пройти протестных акций, чтобы ситуация с благоустройством в регионе была налажена. Дорогой зритель, спасибо, что остаешься с нами.